Привет! Сегодня я поделюсь с вами супер полезным уроком, как легко можно отрегулировать размер ремешка для смарт-часов. А еще мы разберем, какой размер страз лучше всего подойдет для украшения таких браслетов. Ну что, поехали! Сейчас на рынке ремешков для смарт-часов просто невероятное разнообразие самых разных видов, цветов и материалов. Просто на любой вкус, цвет и стиль. Особой популярностью пользуются металлические браслеты, которые кристаллайзеры любят украшать стразами, превращая их в настоящие ювелирные шедевры. Здесь у меня самые популярные женские размеры. Именно такие ремешки чаще всего заказывают мои клиенты. Я держу их в запасе, потому что спрос на них не падает. Обычно такие браслеты приходят в защитной пленке, которую нужно аккуратно снять. Я беру маленькие ножнички, осторожно, чтобы ничего не поцарапать, срезаю пленку. После этого обязательно проверяю ремешок на наличие брака. То звено какое-то бывает кривое попадает, то штифт плохо держится. Такие мелочи встречаются чаще, чем хотелось бы, так что этот этап пропускать не советую, чтобы потом не пришлось все переделывать. Теперь самое интересное – регулировка размера. Производители, видимо, решили перестраховаться и делают браслеты максимально длинными, чтобы подошли на любое запястье. Но если у вас рука тоненькая, то без укорачивания не обойтись. Для этого нам понадобятся простые инструменты, которые найдутся почти у каждого. Шпилька для извлечения сим-карты из телефона или обычная канцелярская скрепка, либо же специальное приспособление, которое иногда идет в комплекте с браслетом. Я покажу вам несколько способов, чтобы вы могли справиться в любой ситуации. Начну сразу не с самого легкого способа, вдруг у вас нет специального инструмента в наборе. Итак, смотрим на внутреннюю часть браслета. Там обычно есть такие маленькие стрелочки. Они подсказывают, в какую сторону нужно выталкивать штифт, который соединяет звенья. В моем ремешке штифты сидят довольно туго, но такое бывает, и просто руками я его не вытолкну, силенок у меня не хватит. Поэтому я кладу браслет боком на небольшое какое-то возвышение или подставку. У меня, например, под рукой были плоскогубцы. Беру инструмент для сим-карты, вставляю его в отверстие по направлению стрелочек, придерживаю браслет рукой. И такими легкими постукиваниями молоточка помогаю штифту выйти. Главное не увлекаться слишком сильно, чтобы не попасть по пальцам, а то будет не до красоты. Как только штифт показался снизу, его легко можно подцепить теми же плоскогубцами или еще чем-то и вытащить полностью. Все, как только вы вытащили штифт, в этом месте звенья ничего не держат, они разъединились. Так, теперь нужно несколько штучек убрать. Ну, допустим, уберу пока 3 звена. Снова ставлю его боком, выстукиваю штифт молоточком и вытаскиваю плоскогубцами. На момент съемки видео у меня не было еще смарт-часов, поэтому убрала чисто на глаз. Так, здесь тоже разъединилось, этот сектор можно убрать. Важный момент, когда будете соединять звенья обратно, следите за стрелочками, они должны быть на внутренней стороне, чтобы ремешки нормально защелкнулись на часах. Еще ориентиром могут служить защелки у основания браслета. Они немного отличаются с внешней и внутренней стороны, так что это тоже может быть хороший маячок. Чтобы вставить штифт обратно и зафиксировать звенья, двигаемся уже против направления стрелочек. Аккуратно вставляем штифт в отверстие. Его нужно вставлять полностью, чтобы он не торчал. Это очень важно. Можно надавить плоскогубцами или снова таки легкими ударами молоточка загоняем его на место. Но чтобы не поцарапать блестящее покрытие браслета, я всегда кладу что-то мягкое, например, салфетку или кусочек ткани. Так поверхность остается гладкой и без лишних следов.
А теперь давайте попробуем второй способ с инструментом, который шел в комплекте с браслетом. Он выглядит как небольшая такая пластиковая штуковина с ручкой. И, кстати, здесь у нас еще что-то открывается. Так, что там, что там? Тут у нас сменные шпилечки внутри. Ну, они пока мне не нужны. Устанавливаем браслет так, чтобы шпилька смотрела по направлению, опять-таки, тех же стрелочек. Попадаем в отверстие и начинаем крутить ручку. Штифт плавно выходит наружу. Как только он показался, я обратно выкручиваю шпилечку. И вуаля, звено свободно. Это, конечно, удобнее, чем стучать молоточком, но не у всех такие девайсы есть. Так что первый способ тоже выручает. Я уберу еще пару звеньев, чтобы вы увидели разницу. Вот смотрите, слева часть браслета длиннее, справа короче. Если надеть часы в таком виде, то на руке часы будут сидеть не по центру, либо застежка сместится в сторону. Это, конечно, не критично, но я лично люблю, когда все симметрично, так эстетичней. Поэтому убираю еще одно звено с длинной стороны, чтобы обе части стали одинаковыми по длине. Кстати, не спешите выбрасывать лишние звенья, их можно украсить стразами и отдать клиенту в качестве бонуса, ну вдруг он захочет поменять длину позже, да и вообще, пусть будут про запас у него. А теперь важный момент, с которым можно столкнуться. Иногда попадают браслеты без вот таких вот стрелочек. Как тогда понять, куда толкать этот штифт? Вот у меня как раз есть такой браслет без стрелочек. Давайте посмотрим на сам штифт. У него два разных конца. Один такой узкий и гладкий с таким закруглением, а другой шире. Он с раздвоением, похожим на шляпку винтика с прямым шлицем. Выталкивать нужно с гладкой узкой стороны. Если попробуйте наоборот выталкивать с широкой стороны штифт, то он застрянет где-то посередине и придется изрядно повозиться, чтобы его вытащить. Так что внимательно осматриваем браслет. Вот тут у меня, например, гладкая часть. А с другой стороны раздвоение, то есть здесь это широкая часть. Значит, толкаем отсюда, со стороны узкой части. Ну а дальше уже дело техники. Можно шпилькой для сим-карты вытолкнуть штифт. Кстати, здесь у меня получилось сделать это без молоточка. Как-то очень легко вышел штифт. Ну, такое бывает, конечно, у меня редко. Ну ладно. Либо можете воспользоваться инструментом из набора. Но это, конечно, проще всего. Кстати, когда вы соединяете звенья, не принципиально, с какой стороны вставлять штифт. Главное вставлять его узкой стороной в отверстие, а не широкой. Ой, этот браслет прям очень классный попался, очень легко штифты входят и выходят.
Все, вот такие вот получаются браслетики для часиков. И не забывайте украшать дополнительные запасные звенья. Итак, переходим к самому волнительному вопросу, какой размер страз выбрать для украшения. У меня тут два варианта, 16 и 20 размер. Размер 16 ложится идеально, камни будут аккуратно сидеть на звеньях, ничего не выступает, все смотрится гармонично. А вот 20 размер уже крупноват, основание немного выпирает за края. И такие выступающие стразы легче задеть или там случайно сковырнуть. Так что мой совет: берите камни поменьше, то есть 16 размер, чтобы избежать каких-то лишних рисков и чтобы все выглядело аккуратно. Цвет страз, конечно же, подбирайте под браслет. Ну, хотя это уже дело вкуса, но главное, чтобы все сочеталось и выглядело стильно. А как клеить стразы, чтобы они держались намертво и служили годами, я подробно рассказала в своем мастер-классе. Там уже все секреты и тонкости, какой клей выбрать, как наносить и как добиться идеального результата.